Привет, друзья! Очень рада видеть вас на своем канале. В этом видео я покажу свои раскрашенные работы за неделю. Но прежде всего хочу вас поздравить с праздником. Сегодня Пасха, 5 мая. Желаю вам счастья, любви, добра и мира. Это то, чего нам сейчас как раз-таки не хватает. Ну и давайте смотреть мои работы. Начнем с Ханны Карлсон «Времена года». Как вы помните, в прошлом видео я делала фон для этой иллюстрации со змеей. У меня тут гуашь металлик от Невской палитры, 2 цвета. Второй цвет я наносила губкой, и такой фон получился. Потом я взяла и раскрасила саму змейку акварелью, используя воды по минимуму, тонкой кисточкой. И получилось все именно так, как вы видите. Мне нравится результат. Мне кажется, что этот золотой фон вполне себе сочетается с голубой змеей. И также украшение на змее я покрасила акварелью и кристаллик перед ее носом. Фон очень красиво блестит. Мне прям очень нравится, как в итоге смотрится работа. Я ей довольна. Я считаю, что работа удачная вышла. И фон и змея между собой вполне гармонично сочетаются, так что мне нравится. Сейчас еще раз покажу, как красиво блестит эта гуашь на фоне. Этот золотой цвет, но очень красиво сияет, как настоящее золото. Думаю, что и дальше буду использовать эту гуашь для фонов. Ну и может быть не только для фонов, посмотрим. Но то, что получилось, мне очень сильно нравится. К тому же еще одна работа в Хане готова, что, несомненно, очень радостно. Несмотря на то, что это иллюстрация из летнего раздела, если я не ошибаюсь, сейчас уточню. Потому что я думала, что буду весной красить все работы весеннего раздела. Да, вот видите, это летний раздел. Но ничего страшного. В конце концов, весна, лето. Тут уже большой разницы нет. Тем более эта змея, она вообще ни к какому времени года, как мне кажется, не относится. Вот такая работа по итогу получилась. Пишите, как вам, понравился ли итоговый результат и смотрится ли лучше работа, когда змея раскрашена. А следующая работа у меня в распечатанной раскраске. Это вот этот блокнотик. Как вы помните, у меня здесь распечатана раскраска с мышонком. Летняя книга. И здесь я раскрасила 3 работы. Они маленькие, не трудоемкие, поэтому занимают мало времени. Первая работа – это мышонок, который идет в поход, видимо, куда-то на фоне озера и горы. И эту работу я раскрасила акварелью. Следующая работа – это тоже мышонок в горах, но здесь он уже на вершине горы. Тут и облака, и небо. Я ее красила карандашами Бертфунер. Конечно, работа простая получилась, но, тем не менее, раскрашивать такие картинки – это сплошное удовольствие. И еще одна, последняя в этой раскраске, работа – это мышонок и сова. Здесь я тоже красила все бретфунерами, но больше старалась сделать переходы, как-то более красиво раскрасить эту работу. И действительно, из всех 3 она мне больше всего нравится. Она получилась более насыщенная, приятная глазу. В общем, мой фаворит среди 3 работ в этой раскрасочке. Следующая работа у меня сделана в раскраске «Японские мотивы», которую я практически каждую неделю крашу. Но на этой неделе у меня тут всего лишь одна работа и совсем простая, которую я опять же для релакса раскрасила маркерами. Даже не знаю, что про эту работу сказать, но она совсем простая, отдыхалочка. Тут больше ничего и не придумаю, что сказать про нее. Ну, еще одна работа в этой раскраске готова, что, несомненно, плюс. Следующая работа – это у меня в «Весенним днем в Корее». Здесь я раскрасила такой натюрморт с цветами и ирисами. Это я красила тоже карандашами Бертфунер. И мне очень нравится эта работа, она какая-то праздничная. Я ее начала раскрашивать вчера, а сегодня утром заканчивала. И мне кажется, что она такая праздничная и даже подходит к теме Пасхи в какой-то мере, потому что здесь чайный сервиз, цветы.
Чувствуется праздничная атмосфера, ну, по крайней мере, для меня было такое ощущение, поэтому эта работа мне очень нравится. И я получила огромное удовольствие, когда ее раскрашивала, несмотря на то, что она очень простая. Но здесь и на образце нет теней и каких-то усложнений. Но вот просто сидеть и красить ее карандашами было очень приятно. Я не сильно ушла от образца, хотя какие-то вещи заменила, но так особо и незаметно, наверное, этих изменений. Тем не менее, мне нравится именно сам процесс работы в этой раскраске. Это просто невероятный релакс. И последняя на этой неделе работа, но не по значимости, это работа в милом лисенке Сагуми, которого вы все знаете, как его называют в среде колористов, пельмешек. Точнее, это она, девочка, лиса, и ее друг кактус. Эту работу я красила акварелью, причем я снимала процесс не полностью, но какие-то куски процесса я снимала. Я выкладывала у себя в ВКонтакте клип с сильно ускоренным процессом раскрашивания. И решила сюда на YouTube добавить тоже этот процесс в это видео, но ускорив его чуть меньше. Я думаю, вам будет интересно посмотреть. Сама работа очень позитивная. Как и все в этой раскраске, здесь все работы очень классные и поднимают настроение. На этой иллюстрации есть воздушные шарики, а это была тема марафона Ольги Рани, поэтому я, собственно, эту работу и раскрасила. Здесь есть куча всяких сладостей, и облака я сделала такими розовыми, подразумевая, что это сладкая вата, потому что здесь много сладостей, и, наверное, облака тоже из сладкой ваты. И предлагаю вам понаблюдать за процессом.
Что ж, вот такой был процесс и такой результат. Я надеюсь, вам понравилось. Это были все работы, сделанные мной на этой неделе. Работ получилось немало. Пишите в комментариях, какая из работ вам понравилась больше всего. Лично для меня лучшей работой, наверное, является работа в Хане. Но тут, как и всегда, у меня обычно в Хане более сложные и более интересные работы получаются. Впрочем, мне будет очень интересно узнать ваше мнение. И, как и всегда, я буду очень рада вашим лайкам и любым комментариям. А на этом у меня все. Увидимся на следующей неделе. Пока!